Друзья, наконец-то мы дождались с вами этой прекрасной, теплой, солнечной погоды, потому что именно в такой день я хотела выехать на Принцевы острова, чтобы показать, куда вы там можете сходить и что увидеть, и стоит ли вообще туда ехать. Поэтому сегодня мы отправимся туда, а вы отправитесь туда вместе с нами. Ну что, поехали? Фу, ну ты не злой мальчик. Ой, такой добрый песик тут есть. Чего ты? Сладенький. Мяу, сладенький котик. Говорят, что там есть привидение. Все, понял. К паромной станции нас отвезет наш новый конь, друг. Вот такая красная кубиночка, мы ее называем, потому что это фирма Куба. Вот такие у нас два новеньких шлема. Сашин белый и мой розовенький, как можно было понять. Именно на нем доедем до причала и потом поплывем туда на пароме. Вот туда, на те острова, мы сейчас будем отправляться с вами. Нам, правда, еще надо доехать, но осталось совсем немножко. Что, друзья, мы доехали до пристани, до причала. С помощью Istanbul карт мы сейчас оплатим проезд и будем загружаться на паром. Вот так ее прикладываем к терминалу. 88 лир стоит у нас проезд на пароме, и паром уже стоит. Сейчас будем на него загружаться, чтобы высаживаться на островных землях. Загрузимся. Здесь можно сесть как на улице, так и внутри, если, допустим, холодно. Но сегодня отличная погода. На пароме можно купить чай, тост с сыром, ну и все закусочки сладенькие. Вот такие вот рядочки, где можно сесть. Так, мы сегодня поедем с вами на вот этот остров Буюкада. Это самый большой остров из архипелага Принцевых островов. Плыть туда минут 20-30 от нашей станции пристани Мальтепе. Если вы будете плыть из исторического центра, то это примерно 1,5 часа, час-полтора. Вот, в зависимости от парома и его скорости. Поэтому не перепутайте. Нужно плыть. Это самый большой, самый туристический остров Буюкада. Ну что, друзья, мы прибыли с вами на острова и будем сейчас вступать на островные земли своими ногами собственными. И пойдем изучать остров вместе с вами. На остров нас с вами привезла вот такая Йени Туна, что переводится как «новый тунец». На Принцевых островах нас встречает вот такой красивый причал. Очень необычная архитектура здесь. Вообще всего острова очень необычная архитектура. Чуть дальше в видео вы все это увидите и поймете. Это будет одна из причин, по которых точно стоит приезжать на Принцевые острова. На островах сразу чувствуется вайб таких курортных маленьких городков, каких-то европейских. Все здесь такое маленькое, ощущение, как будто все друг друга знают, все дружат, заботятся друг о друге. Очень красиво. Огромный выбор мороженого. Нам дадут попробовать чокточка редерем. Такой будем вкусная карамельная. Вкуснятина. Здесь нас угостят лакмой. Чокточка редерем. Будем кушать. Свежие профитрольки есть. Красота. Почему же эти острова Принцевы? Этот остров, вообще эти острова, служили ссылочным общежитием для неугодных принцев, для трона, которые не хотели, чтобы они были наследниками этих земель. Их просто сюда ссылали для того, чтобы они здесь отбывали, скажем так, свое наказание. И вообще исторически так сложилось, что эти острова служат таким убежищем для отброшенных людей. Сюда бежали греки, когда турки их выгоняли, сюда бежали православные люди, сюда приезжали политзаключенные разных стран. И эти земли служат как таким неким убежищем посреди Мраморного моря, поэтому здесь так много разных аутентичных исторических вещей из разных вообще стихий, можно так сказать. Из разных эпох, из разных религий, и все это соединено на одном небольшом острове посреди Мраморного моря. По моему мнению, острова обязательны к посещению в летнее и весеннее время, ну и, конечно же, в теплую осень, потому что здесь невероятное количество зелени, собак,
кошек, очень много цветущих растений. Здесь даже проходит фестиваль мимозы. Это примерно в конце марта, может быть, середина, конец марта. Можно приехать и полюбоваться цветением мимозы, просто огромными деревьями. Все ее будут продавать, срезать и дарить эти букетики друг другу. Потом наступает период цветения глицинии, всяких деревьев с розовыми такими маленькими цветочками. К сожалению, я не знаю, что это. Тюльпаны, балконные разные цветы. Это просто невероятное буйство и красок. Поэтому, по моему мнению, Принцевые острова обязательны к посещению, если вы приезжаете в Стамбул. Стоит выделить один день, чтобы увидеть абсолютно другой мир, другую архитектуру, другой уклад жизни, ритм этой жизни. Я думаю, это поможет вам прочувствовать Стамбул еще более глубже. Один из минусов острова – это то, что он достаточно холмистый. И где-то вы будете спускаться, а где-то подниматься огромные лестницы. Но это того стоит. Посмотрите на вид. Вот мы уже преодолели первую длинную лестницу. Очень любим этот проходик с мужем. Прекрасный вид, прекрасное сочетание цветов. На дворе у нас апрель, но уже достаточно зелено и цветасто. Самое главное, тепло и солнечно. Так, у меня маленькая камера, у Саши целая волына. Выходим на одну из главных улиц с кучей исторических особняков и зданий. Невероятной красоты. Все приводят в порядок, красят, убирают, высаживают растения. Слышно, что кипят работы. Вот смотрите, немножко глицинии видно. И дальше вот это розовое дерево. На острове не распространены бензиновые автомобили, дизельные. Здесь в основном только электрические. Это, пожалуйста, общественный транспорт, маршрутки, которые ходят по определенным маршрутам, и они полностью электрические. Местные же жители используют маленькие трехколесные, двухколесные скутеры, мопеды, электрические велосипеды. Все, естественно, на электричестве, без использования бензина, газа и дизеля. Вот, кстати, местный транспорт для местных. Они очень часто используют вот такие машинки. Даже не знаю, как это назвать, если честно. Трехколесный мопед, возможно, скутер. Вот даже в дождь вот такой вот придумали чехол. Он такой силиконовый, прозрачный. Вот как-то так. Также на острове очень популярно взять в аренду велосипед и кататься, изучать остров на нем. Но мы такой вариант не очень любим, потому что, во-первых, это тяжело на холмистой местности, а во-вторых, своими ногами намного проще попадать в разные места. Спуститься на пляж, подняться куда-то более в лесок, сойти с тропинки. Поэтому это более удобно, комфортно, нежели на велосипеде. Но вы можете выбрать любой из них. Так, вот мы уже подошли к первой церкви. Насколько помню, это церковь армянская. Да, здесь можно увидеть текст на армянском. Если кто-то знает, понимает, можете посмотреть, перевести, что здесь написано. Но чаще всего она, к сожалению, закрыта, поэтому посмотреть на нее можно только с улицы, со стороны. Но, тем не менее, она очень красивая, и есть еще много других храмов и церквей, которые можно изучить внутри. Вообще население островов так сильно смешалось, что здесь смешалось абсолютно все. Кухня, архитектура, уклад жизни. Здесь даже есть представители греческой диаспоры, которые до сих пор проживают на острове, находящиеся на территории Турции. По моему голосу слышно, что мы поднимались в гору. Но мы пришли в совсем недавно открывшуюся библиотеку на островах. Вход в нее абсолютно бесплатный. Она очень красиво выглядит. С нее открываются просто невероятные виды, которые я вам сейчас тоже покажу. И там есть кафе Бельтур, это которые городские кафе с не очень высокими ценами. Но именно здесь цены выше среднего, потому что это острова, и сюда продукты завозят. Здесь можно посидеть, такие специальные ступенечки, посмотреть на прекрасный Стамбул.
Внутри настоящая библиотека. Можно бесплатно взять книжки, но они, к сожалению, все на турецком языке. И можно посесть, почитать, либо поработать. Тут мы поднимались на второй этаж, так как здесь никого нет, и можно сделать прикольные фоточки с прикольным видом из окошка и с лавочкой. Да, хотела бы я такой балкончик для себя. Вот так, кстати, растет маракуйя. Вот такие у нее листики. Вот тут я прикреплю цветочки. Очень страшно они выглядят. Я вообще, когда первый раз увидела, немножко даже как будто они живые, кажется. Вот у кого-то просто на заборчике растет. А здесь уже зацвели ирисы. Иногда я, кстати, заставала ирисы в феврале. Они цвели в феврале, либо в январе. А здесь еще глициния. Глициния на белых вообще фасадах очень красиво выглядит. Так романтично. Для меня это самое редкое растение в Турции, потому что сирень здесь практически не встретить. Я видела только один маленький кустик декоративной сирени у нас во дворе, но чтобы вот так рос куст сирени, реально очень редкость. Для меня это прям такая ассоциация с детством, с родиной. Очень вкусно пахнет. И можно кушать и загадывать желания. Причем часто здесь интересные таблички делают настоящей турецкой росписью. Один раз хорошо. Фу! Фу! Фу. Какой-то рыбой. А вот здесь всеми любимая лаврушечка. Лавровый листик. Ой, как пахнет прям борщом, супчиком. Можно сорвать себе пару веточек. Ну, конечно, лучше не с этого дерева. Посмотрите, какое оно огромное. И все это лавровый лист. Тоже как-то очень страшно выглядит. Не знаю, что это. Такие синенькие веточки. Ну, блин, реально очень страшно выглядит. Как-то оно какое-то ядовитое. Сейчас мы с вами направляемся в одно очень уникальное место. Это самое крупное деревянное многоэтажное сооружение в Европе и второе место в мире. По заказу одного греческого банкира здесь начали стройку большого отеля, кучей разные развлекухи для иностранных, европейских и американских туристов. Там планировалось казино, рестораны, ну и всякого рода увеселительные аттракционы. Сначала султан дал разрешение на постройку этого сооружения, потом поддался влиянию местных жителей, которые сказали, что остров превратится просто в рассадник разврата, радости и счастья, и он подался и запретил продолжение стройки этого здания. Позже оно перешло в статус приюта, там укрывались греческие дети. Но опять же, как я уже говорила, что острова как такое пристанище для брошенных, для отвергнутых, очень такое уникальное место по своей энергетике и по расположению, по природе, по климату, вообще просто уникальное место. Вот. Говорят, что там есть привидения, но я, к сожалению, не видела. Именно внутрь зайти, к сожалению, нельзя, но мы посмотрим со стороны, потому что оно достаточно мощное, высокое, большое, и оно полностью состоит из дерева. Здравствуйте, я с камерой, вам мешаю тут. По пути к этому зданию мы проходим реликтовые сосны с одной стороны и оливковую рощу с другой. Здесь абсолютно все деревья, кустики, это все оливковые деревья. Привет, маленькая. Посмотри, гляди. Ты мой сладенький, какой пушистый. Ой, боже, какой он мягкий. На. О, ко мне идет коровка. Не бойся. На, маленькая. Травочку. Вкусненько. Кушай. Не хочешь? Такая красивая, мягонькая. Ой, все налетели. Все. По пути к этому зданию можно встретить вот такой красивый греческий монастырь. Дата его основания примерно датируется X веком нашей эры.
В принципе, можно считать, что это один из старейших монастырей. Один из старейших монастырей. Еще один. Один из старейших монастырей на Принцевых островах. Вход туда, к сожалению, закрыт, но со стороны тоже очень можно красиво обойти его, посмотреть и ознакомиться с его архитектурой. Очень необычно выглядит. Здесь даже кто-то проживает. Видимо, тот, кто следит за монастырем. Вообще такой вайб прикольный какой-то. Вот собачка спит. Ну вот мы и добрались на вершину холма вместе с вами, чтобы оценить это инженерное искусство из дерева. Честно говоря, как отель, наверное, был бы очень хороший, успешный проект, потому что вид на Мраморное море, на вершине холма, здесь тишина, если кто-то тут не пилит деревья. Но, как видите, он уже в очень плохом состоянии. В том году этого не было, мы здесь были. Понемножечку рушится, но пока что его никак не сохраняют, видимо, как памятник архитектуры. Но, тем не менее, сейчас еще можно посмотреть. Просто все стены, все окна, двери, все из дерева сделано. Курочки там еще гуляют. Тут есть охрана, поэтому туда, к сожалению, не зайти. А так я бы полезла ради вас. Птицы там уже облюбовали гнезда внутри. Он, к сожалению, в очень плохом состоянии. Но не менее красивый и интересный. Старый приют мы с вами посмотрели, деревянный. Идем дальше изучать улицы этого острова с таким прекрасным видом. Кстати, вид на другие острова, на следующие. Вот наши уличные пейзажи сменились на более дикие. В этом тоже плюс островов. Можно сменить одно на другое вообще буквально за 20-30 минут. Изучить местную флору, фауну, погулять в тенечке, отдохнуть. Здесь вообще полнейшая тишина. Очень приятно гулять. И людей очень мало. Мяу, сладенький. Мяу, сладенький котик. Вот такой черненький. На вашем месте я бы брала что-нибудь для пикника по типу пледа, чтобы на него присесть. И что-то по типу бананов, перекусить, может, какие-то тосты, бутерброды, чтобы можно было вот с таким видом присесть, насладиться вкусным перекусом, ну и вообще отдохнуть душой. Смотри, там как церквушка какая-то, и там Да. типа прям так красиво. Думать, что вот так в Стамбуле можно постоять среди коров, которые кушают травку на лугу. Все, понял. Саша нашел какие-то странные, я даже не знаю, что это, грибы или растения. Ну-ка, отодвинься, ты солнце закрыл. Вот такие они красненькие. Вообще странные, надо. Как цветок какой-то. Да, как будто цветок прямо из земли лезет. Вкусно пахнет. Вкусно. Ой, еще птичка нам поет. Красота. Ой, испугалась. Пахнет реально очень вкусно.
обычно раньше здесь все зеленеет, но посмотрите, сколько зелени. Теперь у нас середина апреля, но уже все зеленое. Здесь маленький котик спит. Привет. Все уже цветет, даже что-то глициния уже потихоньку отцветает. Скажу так, что на островах, мне кажется, погода всегда чуть теплее, чуть лучше, чем в Стамбуле. То есть, если в Стамбуле начинает только цвести глициния, то здесь она уже потихоньку отходит, вянет, и цветочки опадают. Вот, поэтому сюда, наверное, чуть-чуть лучше раньше, чем в основном в Стамбуле все цветет, сюда чуть-чуть раньше приехать. Посмотрите, какая прелесть. Просто дом у бабушки, у турецкой. Очень много заброшенных зданий, к сожалению. Возможно, хозяева есть, просто за ними не смотрят, а покупать за огромные суммы никто, к сожалению, не хочет. И цены здесь, конечно, космические просто. Тоже какой-то особняк здоровенный, белый. Представляете, сколько за ним ухаживать? Постоянно его подкрашивать, подшкуривать. Он, наверное, скрипит. А может и нет, не знаю. Никогда не жила в деревянном особняке на краю Мраморного моря. Котики всегда найдут место, где бы удобно прилечь. Здесь смотрите, как государство заботится о животных. Вот такие ограждения вокруг деревьев. Нарисованы кошечки со следами, лапками. И здесь мисочки, куда можно воду и еду насыпать. Очень прикольно. Прям совместили так. Вот начались уже особняки. Какая кропотливая вообще работа. Особенно выкрасить это все я вообще не представляю. Одни детальки светлые, другие темные, цвета охры. Но зато очень красиво. Такой прям морская тематика ландшафта. Вот эти кипарисы тоненькие, пальмы, глициния на фоне. Мне кажется, только ради одних особняков сюда точно стоит приезжать. Посмотрите, тут даже в горшочках, блин, я не вижу, где они. А вот они. Вот и вот. Там каменные розы посадили. То есть даже такие детальки не забили, не просто их поставили, а действительно по назначению, скажем так. Здравствуйте. Очень зеленый остров. Прям класс. Такие дворики чистые, ухоженные. Прекрасные просто. Здесь люди вообще по-другому живут. Они как будто бы вообще никуда не торопятся. Да здесь торопиться негде. Здесь очень много пенсионеров живет. Бабушек, дедушек, которые просто наслаждаются жизнью на острове. Особняк Мизи, он же Аль-Палас, и замок Красной башни, можно сказать. Он очень здесь выделяется, так как он сложен из красного кирпича. Вообще кирпич редкость в целом в Стамбуле, в Турции, так как здесь другие горные породы добываются, поэтому здесь из кирпича это прям вообще что-то невероятное. Очень красиво выглядит. Кстати, раньше наверху была обсерватория, и хозяин этого особняка наблюдал за звездами по ночам. Еще один из популярных особняков с такой башенкой пристроенной, нежно-голубого цвета. Рядом уже менее ухоженный, беленький. Смотрите, как хорошо видно отличие. Вот так деревом разделю. Одно и то же здание. Слева за ним не ухаживают, к сожалению, а справа держат в порядке. Беленькая, абсолютно чистенькая. Вот так идя, можно такой неприметный, ну как неприметный, достаточно приметные ворота зайти и попасть в церковь. Такой милый дворик. Солнышко так красиво падает. Там витражи видно очень красиво. Думаю, сейчас внутри будет очень красиво. А, она там гнездо сделала. Чаечка гнездо сделала в этом. Маленькая. Посмотрите, чаечка сделала гнездо в клумбе. Да, я не пугаю. И высиживает там маленьких птенчиков.
миражи красиво играют на солнышке. Здесь есть будка, чтобы исповедоваться. Никогда не видела, если честно. Очень красиво. Вот так можно идти и даже не заметить, что там кроется красивая католическая церковь. Поэтому мой всегдашний совет всем туристам в Стамбуле: заходите в открытые двери. Ну, кроме, конечно, частных каких-то владений. Никому не стоит вламываться в чьи-то квартиры, либо дворики, тоже нежелательно заходить. Но если что-то выглядит как общественным, то обязательно заходите и смотрите, что там есть. Но не думайте, что острова пустынные, и здесь кроме красивых домиков ничего больше нет. Конечно, здесь очень любят туристов, поэтому много всяких туристических пекарен, кофеен. Попить можно, сделать фотографии, купить кучу сувенирчиков. Без этого точно не останетесь. Здесь мы пили лимонад. Кстати, смотрите, сколько у них разных видов бутылочек лимонада здесь стоит. Вот, и там можно взять, как у нас, помните, в СССР? Ну, как у нас в СССР. В общем, можно взять сироп и с газировкой его выпить. Кисулик. Ой, ты сладенький котик. Ой, ты такой. Идешь? Идешь погладиться. Идешь погладиться, сладенький. Такая милая кофейня с кактусами. Можно здесь попить что-нибудь прохлаждающего, либо согревающего. Аналогично на вот этой площади, где находится общественный транспорт с остановками, там виднеется маленький купол. И вот там есть маленькая неприметная дверка, куда мы сейчас с вами и пойдем. Вот такая неприметная дверь. Мы сюда можем зайти, чтобы посмотреть еще один храм. Такой дворик, вот так идешь и даже не поймешь, что здесь есть храм, пока вам Дашенька не скажет. Здесь вот такая часовня есть. И вот здесь есть вход. Можем осторожно зайти, чтобы никого не потревожить. Очень вкусно пахнет. Здесь можно бесплатно взять свечечку. Вы можете сделать пожертвование, но если, конечно, у вас ничего нет, можете ничего не делать. Внутрь заходить не будем, чтобы не мешать. Там какой-то ритуал проходит, но а так зайти можно будет, все посмотреть, изучить. Очень мило, камерно и небольшая церковь. Так, мы свечку взяли, поэтому оставим свое пожертвование. Очень любят здесь продавать мороженое, прям с каждой стороны. Много разных вкусов, начинок, посыпочек всяких разноцветных. Смотрите, прям курортный туристический городок. Время близится к вечеру. Мы направляемся перекусить в одну очень вкусную баречную здесь есть. Местные постоянно там закупаются, там очень часто нет ничего в наличии, потому что очень быстро все разбирают. Сейчас мы дойдем, я вам покажу, что мы уже дошли, кстати, очень быстро. Вот так она выглядит. Вообще особо неприметная, не какая-то суперсовременная. Но здесь очень вкусно. Мы забрали последних 3 пирожка с сыром. Они, кстати, очень вкусные. К сожалению, бюреков уже нету. Посмотрите, продавец нам разделила вообще сама. Это ее инициатива была. По одному целому пирожку и по половинке третьего. Вот. Откуда она знает? Может, я хотела 2 съесть. Обязательный ритуал перед тем, как кушать. Турецкая колония лимонная. Потому что котики, к сожалению, могут болеть всякими болячками, особенно здесь, так как здесь не сильно развито много ветеринарных клиник, и государство, конечно, не так сильно следит, как в обычном городе. Поэтому всегда обрабатываем ручки, а потом еще и салфеточкой их обязательно протираем. Сейчас мы вышли на, скажем так, самую популярную людную улицу на этом острове. Она такая достаточно туристическая, много кафешек, кофеен, всего такого общественного. Здесь очень много людей. Вот. Мы такое не очень любим, мы предпочитаем сходить на более спокойные улочки, безлюдные, изучать более что-то такое местное, аутентичное, нежели ходить по самым туристическим местам. Но если вы такое любите, это точно место для вас. Здесь очень популярны вот такие женские ободки. Каждая вторая девушка их покупает. Всякие разные с цветочками, с морскими звездами. Вот здесь их очень любят
любят носить. Вот, ну, и все стандартные магнитики и так далее. Также тут можно увидеть местные рыбаки продают рыбку, все, что осталось, еще дышит. Ну а котики ждут, когда раздадут нераспроданное. Еще одна церковь сегодня, к сожалению, закрыта. Они тут немножко самоуправствуют в плане того, что когда захотели открыли, когда захотели закрыли. Но у них очень красивый дворик. Но здесь, насколько знаю, не пускают в юбках, в мини-юбках, в шортах, поэтому только прилично одетыми. Ну и, конечно же, острова, это море, это пляжи частные, это бережок, это можно посидеть у водички, насладиться прекрасными видами, прогуляться по набережным. Я считаю, что острова идеальное место, чтобы совместить много разнообразного отдыха. Можно и по горам походить в каких-то лесах, и посмотреть архитектуру интересную, и насладиться морем, берегом, и даже искупаться на пляже. Прозрачная водичка, вон даже рыбок немного видно, не знаю, видно вам или нет, но они там есть, стайка. Сразу скажу, что пляжи на островах это не пятизвездочные пляжи, то есть вода здесь достаточно грязная, хоть она и прозрачная, так как здесь много паромов, кораблей, все-таки какие-то сточные воды, здесь достаточно грязно, поэтому не думайте, что вы сюда приедете и прям получите пятизвездочный отдых на берегу Средиземного моря, как на Средиземном море. Поэтому все пляжи здесь платные, можно найти где-то дикие, но это прям спускаться по горам, по вертикальным не очень комфортно, поэтому имейте это в виду. Я считаю, что на островах можно провести отличное время всей семьей. Это будет интересно и маленьким детям, и подросткам, и взрослым. Здесь очень много всего сконцентрировано в одном месте. От развлечений до какой-то красоты, до природы, включая красивые виды. Можно вкусно покушать и вообще насладиться этой атмосферой маленькой земли. Да и просто посмотрите, просто встать и посмотреть на Стамбул с воды. Это же невероятное зрелище. Ну что, друзья, на этой прекрасной ноте мы отправляемся домой, на нашу станцию Мальтепа, так как мы нагулялись и сняли для вас потрясающее видео, я так считаю, по моему мнению. Надеюсь, оно было вам полезным, и вы 100% примете решение приехать на Принцевы острова, чтобы насладиться этой прекрасной природой, необычной архитектурой и добрыми людьми. Спустили в кабину капитана, напросились. Очень красиво. Идем на автопилоте. Ну что, друзья, мы поехали. Увидимся в следующих роликах. Думали, я вас здесь оставлю? Дорогие мои, спасибо большое за просмотр этого ролика. Мы очень старались, чтобы сделать для вас его интересным, ярким и впечатляющим. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Это очень важно для продвижения моего канала. Также все места из видео и намного больше есть на специальных метках на Google карте, которые вы можете приобрести, перейдя по ссылке в описании к этому видео на Boosty или Patreon. Если у вас что-то не получается оплатить российской картой либо какой-либо другой, вы можете написать мне лично в телеграм-канал. Ссылка будет также в описании. Спасибо и до новых встреч!